Всем приветик, с вами снова Ханочка 11, и сегодня мы будем раскрашивать вот эту вот толстовку. Не то чтобы раскрашивать, а именно портить. Шучу. Мне она не совсем нравится, потому что она какая-то незаконченная, как будто бы. Кстати, а на мне вот такая футболка моего личного бренда Хулигашка от Ханночки. У меня вот такие вот краски для ткани, они специальные. Декола фирма. Я заказала на Wildberries. В отзывах написано, что хорошо рисуют. Ну что ж, будем проверять, как они будут на ткани себя вести. Ничего себе, какой ассортимент, сколько красочек. Вы только посмотрите, всех цветов. Вот мои любимые цвета — это голубой. Такой, давайте, блин, как сложно открыть. Посмотрим, что внутри. Надеюсь, она не высохшая. Это будет просто фиаско. Нет, все нормально, жиденькое, нам подходит. Давайте проверим розовую на всякий случай. Ну, мало ли, только голубая норм. А нет, розовая тоже. Я постелила пакетики, чтобы не запачкать ковер. Подготовила рукав, начнем с него. Берем белую краску, и я решила просто от души рисовать, что в голову придет. Вот это, например, человечек из мема. Кто его помнит? Пишите в комментариях, потому что он был мега-мега популярный. Кстати, мне так нравится переделывать одежду, она сразу становится не похожей на других, вещь становится уникальной, поэтому если вы вдруг решили выбросить, например, свою футболочку, надоела она вам, или кофточку, ну возьмите вы краску для ткани, хотя бы там, не знаю, белую, черную, кисточку и вперед, что вот вашей душе угодно нарисуйте, хоть имя свое напишите, хоть девиз какой-то по жизни. Все, что угодно. Я вот тоже просто рисую ерундистику какой-то профиль у меня тут женский, вот тут глазик. Ну, в общем, полет фантазии. И даже если вы думаете, что вы не умеете рисовать, ничего страшного, вы можете сердечко тоже нарисуйте, а уж надпись-то точно какую-нибудь напишите. И суть в том, что здесь можно и криво, и косо рисовать. Это арт-хаус, как говорится. Ваш полет фантазии, так что творите. Я вот решила написать свой по жизни девиз: «Не стой, не упусти». Это, конечно же, символизирует то, что нужно всегда двигаться вперед, не упускать шанс, хвататься за него. В общем, ничего не бойтесь. Так еще подрисовала, теперь беру розовую красочку и розовой красочкой начинаю тоже немножечко что-нибудь писать прям поверх, не стесняясь, не стесняйтесь. Пусть слова друг на друга заходят, в этом нет ничего страшного. Наоборот, это все смотрится стильно и прикольно. Ну как стильно и прикольно? Мы с вами в конце, конечно, посмотрим результат. Понравится нам, не понравится, но, как говорится, терпи, моя красавица. Кстати, у меня к вам такой вопрос. Что вы делаете все-таки со своей старой одеждой? Пишите в комментариях. Я, например, очень редко выбрасываю вещи мне, потому что вот прям вот жалко. Но если только они прям дырявые какие-то, а так я их раздаю. Даже не продаю, хотя вещи очень хорошие у меня, в хорошем качестве. Я их просто сдаю родственникам, племянницам, подружкам, в общем, кому угодно, но именно близким. Кстати, знаю людей, которые просто сжигают свою одежду, считая, что если ее кому-то отдать, то тем самым они поделятся со своей энергетикой, а это очень плохо. Ну, короче, пишите, как вы к этому относитесь тоже. И пока докрашиваю этот рукав, расскажу, как недавно сходила на свидание. Я тут заболела, и мне написал просто незнакомый человек в интернете, ответив на мою сторис, что чем я могу вам помочь, подскажите, что я могу для вас сделать. Меня сразу над этим покорил, что совершенно незнакомый человек вот так вот ко мне начал относиться и, в общем, сделал мне доставку фруктов. Очень вкусных, прикольных. Мне было так приятно. Потом он мне написал, что он бы с радостью меня смог довести до врача, отвезти куда мне нужно и так далее. Ну, тут я вообще была, конечно же, в восторге, учитывая то, что близкие, самые люди, некоторые даже не среагировали на мои сторис и мне не написали, не спросили, что со мной, как мое самочувствие и так далее. Ну, в общем, мы встретились с этим парнем, он действительно меня отвез к врачу, при этом он еще и оплатил мне врача и рентген оплатил. Мне было вообще просто приятно до безумия все это действие. Потом мы сходили на полноценное свидание, где он пришел с прекрасным букетом роз. Я была вообще в полном восторге от этих цветов. Общение протекало легко, очень интересно, игриво и весело. Мы засиделись
допоздна в кафе, но потом я узнала неприятную для меня новость. Эта часть видео подходит к концу, я буду ждать, когда же все высохнет, и ждите вторую часть, где увидите уже результат дальше нашего с вами рисования и истории.